Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу вам подарить как раз к концу года и начало следующего года, хотя провести это можно в любое время, чтобы обеспечить на весь год себе достатком и не нуждаться, по крайней мере, всегда иметь определенную сумму денег, которая нужна для ваших расходов. Как сделать это? Хочу вам подарить такой интересный ритуал на 12 монет. Вообще с монетами ритуалы денежные, они очень сильные, потому что слышали, как говорят, да, копейка рубль бережет. Все начинается с монет. Люди богатеют с мелочи и идет по нарастающей. И вот сегодня я хочу вам подарить на достаток весь год такой интересный ритуал и очень действенный, на 12 монет. Вам нужно взять зеленую свечу. Да, пожалуйста, про Луну не спрашивайте в каждом ролике. Мои ритуалы, они уникальны. И основное количество этих ритуалов не зависит от Луны, от лунного цикла. Именно по той причине, что человек не может ждать целый месяц, чтобы сделать ритуал там на достаток, на купли-продажу, на деньги, на подарки. Ему нужно это, как правило, сейчас и сегодня. Поэтому про лунные циклы не спрашивайте. Если я про них не говорю, значит, они не играют роли в этих ритуалах. Вам нужна зеленая свеча. Нацарапайте, напишите, можно ручкой нацарапать на этой свече ваше имя. Возьмите 12 одинаковых монет, желательно десятки. Страны, где нет мелочи, придется вам взять какие-то такие, знаете, символические рубли, то есть те, которые как монетные талисманы продаются. Но в любом случае, чтобы это были монеты. Потому что вы будете отдавать силам монеты. Конечно, желательно, чтобы это были живые деньги, валюта этой страны. Но если их нет, если в этих странах не водится просто мелочь, значит, вам придется купить какие-то денежные талисманы, 12 штук одинаковых, и провести этот ритуал. Еще вам нужен красный мешок. Итак, проводите этот ритуал. После нужно потушить свечу пальцами или, может, есть у вас гаситель. И каждый день зажигать, на некоторое время, до того момента, пока эта свеча до конца не догорит. Потом можете просто его выкинуть, огарок свечи. Ничего не нужно здесь, ничего выносить. Но на первый раз, когда будете проводить этот ритуал, ее надо погасить и оставлять на следующий день. Следующий день можете зажечь и, скажем, до конца можете ее зажечь, целый день оставить, чтобы она полностью догорела. Можете несколько дней подряд зажигать. В любом случае, в течение 7 дней эта свеча должна догореть. Как вы ее зажжете, это не имеет столь большого значения. Но в течение 7 дней она должна закончиться. Но в первый день вы ее должны потушить. Еще раз объясняю. Она не должна догореть в первый день. Потушить и спрятать. Итак, 12 монет. Поскольку у нас в году 12 месяцев, значит, мы для каждого месяца берем монеты. И через эту монету, то есть через как откуп, жертву, через подношение этому месяцу, тянем богатство там или силу достатка этого месяца, смотря чем вы занимаетесь и какая у вас работа. У вас либо будет достаток, либо будет достаточное количество денег на ваши нужды, либо будет богатство. Кто чем занимается. Каждый человек получает то, чего достоин и что заслужил, и к чему стремится. Согласны? Вы тянете в свой дом достаток.
Если даже у вас не будет астрономических сумм, но у вас будет следующее. Вам целый год будет хватать денег на жизнь. Они не будут до конца, то есть заканчиваться, исчезать. Вам на все будет хватать. Вы как каким-то чудом сможете, скажем так, как-то изловчиться, и у вас хватит и на одежду, и на еду, и на коммунальные услуги, и на прочее. Тем более обещают следующий год опять цены поднимать. Скоро, наверное, я не знаю. Я даже не знаю уже. Наверное, скоро хлеб будет стоить, как машина «Жигули». Да, доживем, наверное, до этих прекрасных дней. Но в любом случае, такие ритуалы поддерживают семью в трудные времена, исключают непредвиденные расходы. Ведь денежные ритуалы, как они работают, друзья мои, я вам объясню. Когда вы делаете денежные ритуалы, эти заговоры, эти силы, которые вы призываете через денежные ритуалы, они помогают вам избегать лишних расходов. Они помогают вам, например, не потратиться по второму разу, скажем, у вас там не будет никакого засорения дома, да, грубо говоря. У вас не разобьется люстра, вам не придется покупать. У вас не будет каких-то таких ненужных расходов. Естественно, эти деньги будут экономиться, и вы будете тратить на свои нужды, на то, что нужно вам на самом деле, а не то, что пришлось потратиться. Вот таким образом многие денежные ритуалы срабатывают. Они направляют вашу денежную энергию в правильное русло. И поэтому вам весь год хватает. Когда год закончится, то есть вот вы сделаете там в этом месяце, да, значит, через год в этот же месяц вы вытаскиваете эти монеты и повторяйте еще раз. Если этот мешок потеряется, катастрофы не случится, но сила заговора потеряется. Вам придется повторить, если вы хотите все-таки достатка для себя. Итак, начнем. Вы сами просто удивитесь, как из ниоткуда постоянно будут появляться деньги и будет вам на все хватать. Когда год закончится, вы просто удивитесь тому, что вам хватило. Все-таки весь год вы более-менее так неплохо прожили. Читать нужно 12 раз. 12 монет, 12 денежных духов. Весь год тяните деньги к деньгам, добро к добру. В году 12 месяцев. У каждого месяца свой стражник денег. Через 12 монет, 12 месяцев в году я в свой дом денежную силу приведу. Жить мне в достатке в январе, в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре. Каждый день каждого месяца. Каждому месяцу дарю по монете, через 12 монет богатство 12 месяцев свой дом забираю. 12 месяцев круглого года жить мне в достатке. Да будет так, и так будет. Аминь. 12 раз прочитали, потом собираете все эти монеты и складывайте сюда. Давайте я покажу. В принципе, я вам всего лишь показываю, как это нужно делать. Вот так собираем. И говорите: круглый год в достатке жить, чтоб денег на все хватило. Да будет так. Да, пальцы не казенные, но тушить надо бы. Всем удачи. Еще один ритуал вам в копилку. Язык уже заплетается к концу дня.